Здравствуйте! По многочисленным просьбам стараюсь более подробно рассказать о том, с чем пришлось столкнуться, и о том, какие вспомогательные лекарства, может быть, средства, которые могут нам помочь облегчить состояние или восстановиться после химиотерапии и после лучевой терапии. Бытует такое мнение врачей, что во время химиотерапии нельзя пользоваться ни травами, ни БАДами, ни витаминами, только прописанными, строго прописанными врачами лекарствами и, соответственно, препаратами химиотерапии. Я тоже следовала данным рекомендациям очень строго, поскольку я считаю, что в химиотерапию не следует вмешивать ничего, для того, чтобы она эффективно работала, для того, чтобы не было никаких побочных явлений и прочих нежелательных процессов в организме. Теперь давайте поговорим про вспомогательные средства, которые помогают восстановиться после столь сложного лечения, после химиотерапии, после лучевой терапии. Я сдала курс анализов на все витамины и микроэлементы. Получилось так, что у меня с этим все в порядке оказалось, поэтому я из витаминов принимаю только витамин D3 в каплях, растворимый, причем я его принимаю весной, осенью и зимой. Летом в нем необходимость отпадает, поскольку много солнца, и организм сам получает из солнца данный витамин. Еще я принимаю рыбий жир. Рыбий жир я принимаю раз в полгода по 2-3 месяца курсами. Это помогает поддержать сердечно-сосудистую систему, особенно тем, кто страдает, может быть, повышенным артериальным давлением, может быть, имеет побочные эффекты от химиотерапии. Вот у меня, например, был учащенный пульс, тахикардия одно время. То есть я вот выходила, например, гулять, я не могла пройти и 5 метров, у меня сердце дудух-дудух-дудух. То есть, в общем-то, вот такие вот неприятные моменты можно со временем побороть рыбьим жиром, ну и, естественно, какими-то препаратами, которые выпишет вам кардиолог. Вот. Про препараты медицинские ничего говорить не буду, поскольку я не врач и считаю, что не имею права никому ничего советовать для занятий самолечением. Самолечением заниматься нельзя. Что касается поливитаминов и различных комплексов, то здесь нужно быть очень осторожными в том плане, что зачастую женщины особенно любят ногти, волосы, кожа, да, вот такие вот как бы сборы витаминов принимать. Это все очень чревато и опасно тем, что вы не знаете, что у вас творится в организме. Если вы не сдавали анализ на витамины и микроэлементы в организме, вы можете себе навредить. Я просто видела, у меня в окружении были такие женщины, которые попадали, например, в гинекологию с кровотечениями в ходе приема поливитаминных комплексов и так далее. Поэтому этого я делать никому не советую. Нужно принимать витамины точечно. Вот сдали анализ, у вас какой-то витамин вышел из строя, вы видите, что его меньшее количество, чем должно быть в норме. Все, значит, вы приобрели этот витамин и его потихонечку принимаете. Через какое-то время, допустим, через месяц, пересдали этот анализ, посмотрели этот витамин. И если он пришел в норму, все, больше вы ничего не принимаете. Следующий не менее важный вопрос, который стоит осветить в данном видео, это биологически активные добавки, так называемые БАДы. Вы знаете, охотников за рекламой, за привлечением людей к покупке данных БАДов всегда было очень много, и до сих пор это является одной из проблем, скажем так,
поскольку везде, грубо говоря, навязывают, что-то советуют, что-то рекомендуют очень навязчиво и настойчиво, обещая золотые горы, обещая, что одна какая-то золотая пилюля исцелит вас от всех болезней. Это все не так. С БАДами тоже нужно быть очень аккуратными и осторожными. Я иногда могу что-то пробовать. Опять-таки, ничего рекламировать я не буду. Единственное, что могу сказать по своему опыту, что из всех известных в России фирм производства БАДов я доверяю только Coral клубу и Agenis. Но опять-таки я все подряд там не покупаю, все подряд я там не принимаю. Я очень сильно к этому отношусь, так скажем, требовательно. То есть я все это почитаю, поузнаю, посмотрю состав, и если я считаю нужным что-то попробовать, я могу это попробовать. Но опять же буду каждый день отслеживать свое состояние и смотреть, что мне подходит, что мне не подходит, нужно мне это, не нужно мне это. То есть я могу, допустим, что-то купить, попробовать и выбросить в ведро. Следующий вопрос. Травы. Очень хороши различные чаи, различные травяные сборы. Они очень полезны, но принимать их надо ни в коем случае не во время химиотерапии, а только после лечения, на этапе восстановления, как я уже говорила. И тогда эти травяные сборы будут приносить свои плоды, поскольку они очень хорошо тонизируют организм, они очень хорошо приводят в норму кровеносную систему, там влияют каким-то образом на опухолевые процессы и прочее. Но опять же, не вместо лечения, не вместо химиотерапии, а только пройдя полный курс химиотерапии, пройдя полный курс лучевой терапии на этапе восстановления, вот тогда, пожалуйста, можете покупать различные травяные сборы. Их достаточно большое количество сейчас продают. Смотреть какие-то противоопухолевые, противораковые сборы травяные. И пить, заваривать как чай. Это очень полезно. Следующий такой немаловажный вопрос, который хотелось бы обсудить, это прививки. Скажу так. Сложный очень вопрос. Однозначно сказать полезность или, наоборот, вред прививок я не могу, поскольку я делала прививки от ковида. Полный курс, 3 прививки я сделала. Сначала с разницей в 2 недели одну прививку сделала, и затем была повторная ревакцинация через несколько месяцев. Я делала уже облегченный, так называемый light. Вот. Что я могу сказать? Мы с мужем болели ковидом, причем я уже болела, имея уже диагноз свой серьезный. Вот. Переболела я очень легко, муж тоже переболел легко. То есть можно говорить о том, что прививка сработала. Она не дала нам никаких осложнений, она не дала нам никаких мучений. То есть мы просто немножко покашляли, посморкались, у нас даже не было температуры. Вот так мы легко перенесли ковид. Однако, что касается моего личного опыта, то я могу сказать точно, что прививка могла спровоцировать мой диагноз. Поскольку организмы у всех людей разные, мой организм, видимо, просто надорвался. Иммунная система очень сильно отреагировала на эти провокаторы вирусов ковида в прививке. И вполне возможно, я не утверждаю на 100%, но вполне возможно, что данная прививка спровоцировала мой диагноз. Так что с прививками тоже нужно быть осторожными. Но тем не менее, опять-таки, вопрос, так скажем, очень спорный, поэтому утверждать вред и пользу про прививки я не могу, поскольку на моем опыте прививка сработала двояко. То есть и положительно, и вполне возможно отрицательно. Лечение мое проходило, скажем так,
50 на 50. То есть половина лечения проходила бесплатно посредством оплаты по ОМС, полису ОМС, и половина лечения я оплачивала за свой счет. Почему так произошло? Ну, наверное, потому что я не люблю ждать. Многих интересует вопрос, куда идти на биопсию и где пересматривать стекла, то есть биоматериал, который получен от биопсии. Биопсию я проходила в Российском реабилитационном центре Минздрава России на Иваньковском шоссе в Москве. Вот, значит, там есть врач Макарчан. Вот он делает такие очень хорошие малоинвазивные, значит, биопсии при помощи пневматического пистолета. Пересматривать очень хорошо в Институте радиологии имени Герцена. Там замечательные специалисты, просто высококлассные. Потому что, почему так говорю? Потому что первый раз, когда я сделала первую биопсию, мне показало 100%, что у меня ничего нет. То есть сначала я как бы обрадовалась, потом я засомневалась, позвонила врачу, он говорит, попали, видимо, в здоровые клетки, нужно делать еще раз. Вот, я проходила второй раз биопсию. То есть, если у вас получится так, что вы получили положительный результат, что у вас ничего нет, не спешите радоваться, потому что возможно, что необходимо провести еще серию биопсий, одну, две, а может быть и больше, для того, чтобы уже 100% либо подтвердить, либо опровергнуть ваш диагноз. Вот. Ну и потом был пересмотр. Значит, первый пересмотр в Институте радиологии имени Герцена. Второй пересмотр был в Боткинской больнице. Вот там тоже в 33-м, по-моему, корпусе делают пересмотр стекол. Вот. Ну, вот так вот. То есть я 2 раза пересматривала, помимо того, что я получила с Иваньковского шоссе, да, с Центра реабилитации Минздрава России, я еще потом пересматривала дважды стекла для того, чтобы, так скажем, иметь стопроцентную гарантию, что никто не ошибся ни на каком этапе. В качестве моей такой помощи я могу оставить на канале контакты, названия клиник, названия препаратов вспомогательных, названия отделений, фамилии врачей, у которых я наблюдаюсь и лечусь, и лечилась. Это я все могу оставить в описании к видео, и я надеюсь, что это будет опубликовано с целью помочь людям, которые попали в такую же ситуацию с подобным диагнозом, чтобы они не мучились, как я в свое время, да, то есть не скакали по Москве, не прыгали, не обзванивали, не сидели на телефонах часами, а, в общем-то, уже адресно знали, куда обратиться, кого спросить, кому записаться и так далее. Ну и в преддверии новогодних праздников, которые грядут, да, хотелось бы всем пожелать здоровья, вот, крепкого. Следите за своим здоровьем, будьте разборчивы в еде, вот, будьте разборчивы с препаратами, не принимайте все подряд, а смотрите, обдумывайте, что вам нужно, что вам не нужно. Лучше, как говорится, несколько раз подумать, чем бездумно что-то принимать, а потом пожинать негативные отклики организма.